Рада приветствовать вас в своем саду. Я Светлана, и вы попали в сад, который находится в Киевской области. И у нас сейчас август, как и у вас. Я расскажу не о гортензиях сегодня, а о лилиях. Невероятные красавицы, которых очень-очень много в моем саду. Правда, в этом году мои Джек Расселы помогли мне и сломали около 2 десятков. Представляете, как я их не закрывала, все равно они умудрились по своим тропиночкам ходить и ломать только взошедшие росточки. Ну ничего страшного, в следующем году увидим. Сорта все я подписала, поэтому вы можете понравившиеся сделать скрин и поискать в своих магазинах. Расскажу о лилиях кратко, а где-то в ноябре буду делать обзоры сортов более подробно. Тогда и полюбуемся ими в дождливые холодные вечера с чашкой ароматного цветочного чая и как бы их аромат почувствуем. Одной из первых в моем саду зацвела лилия азиатская мапира. Необычная темная красота. Высокая. Бутоны были не очень большие, и она кажется как будто хрупкой. Посаженные по 3, по 5 луковиц в одну яму посадочную. Но зацвело всего по одному, по 2 цветка. Поэтому не так эффектно она, конечно, смотрится. Вот это рядом белая лилия посажена. Класс азиатские гибриды. Высота около метра. Стебель очень прочный. Не смотрите, что такой тоненький. Она не хрупкая. И что интересно, эта лилия, без запаха. Необычная лимонная лилия Фрея. Гибридная серия Ла. Цветки не желтые, а с лимонным оттенком, бело-лимонная. Немножко камера искажает. Загадочная немного, правда? С удивительно крупными цветами. И оттенок лепестков очень красивый. Легкий, приятный аромат у этой лилии. Стебель тоненький. Вот я ее оперла на кипарисовик. Выдала всего на 3 луковицах по 1 цветку. Но в следующем году обещала быть красивее. Лилия Оте гибрид Beverly Dreams. Похоже на ванильное мороженое с вишневым вареньем. Бордовая середина, разводы бело-кремовые. Даже больше белого по краям. А сам центр, смотрите, с зеленой каймой такой. Не каймой, а прожилкой. Очень высокая, очень крепкая. Цветы у нее, наверное, одни из самых больших, какие у меня есть на участке. По характеристикам заявлено, что до 30 сантиметров цветы могут быть. Качаются тычинки так красиво. В опоре не нуждается эта лилия. В моем саду очень много белых лилий и ярко-оранжевых. Я их покупала у женщины, которая торговала букетами красивыми на рынке, и она продавала лилии. Говорит, в теплицах много луковиц лилий. Ну, и я подошла и спросила, видите, они у меня по всему саду. Оте гибриды похожи. Название я и не искала, совершенно не ароматные. Вот такие оранжевые и белые.
Очень много. Я каждый год или через год, когда пересаживаю, делю. Уже штук 30 или 40. Везде, в общем, по саду белые и оранжевые лилии. Вот эти у меня украшают. И очень долго они держатся. Цветок держится. Сад как белый прямо от них. Лилия Ла гибрид Pink Brush. У нее яркий запоминающийся окрас и не сильный, но очень приятный, мягкий аромат. Розовый цвет, пастельный такой, с темно-бордовым крапом. Тычинки тоже на ветру колышутся. Розовый нежный очень цвет. Посажен у меня по 5 луковиц в одну посадочную яму. Второй год цветкам, выросли 1,60 м. Чтобы их понюхать, я на цыпочки вставала. Было 5 луковиц, сейчас вот тут возле розы Шнейвальцер, их растет уже 10. Малыши буду рассаживать. И совсем малюсенькие, и есть, которые уже зацвели по одному цветку. Очень. Лилия такая плодоносная, скажем так. Лилия Ла гибрид Pink Planet. Розовая планета. Эта лилия считается одна из лучших длинноцветковых. Цветы, сами бутоны, свисающие. Второй год, ну вот у меня 3-5 цветков на лилиях, посажены в разных местах, вдоль вот этой аллеи со смарагдами и одна возле дома даже, чтобы нечетное количество было. Цветы как колокольчики. Слабый-слабый, нежный аромат. Кажется, что она такая хрупкая. Ну, я вон ей опору поставила, арматуру композитную, но вообще у нее стебли прочные. Хотя цветы, кажется, на ветру улетят, когда качаются. Не очень высокая, до метра. Цветы 15, где-то 10-15 сантиметров. Хвостик чей-то показался. Лилия тигровая, ориентальная. Мускадет. Наверное, она вам всем запомнилась большими цветами, с розовым, не с розовым, с темно-бордовым крапом. Не красный, а темно-бордовый. Слабый аромат, приятный, не сильный. Лилия низкорослая, меньше метра. Ствол очень, стебель очень крепкий. И цветы большие, для такой небольшой высоты, огромные прямо цветы. До 25 сантиметров может быть цветок. Но эта лилия, требует укрытия до минус 15, минус 12, минус 15 выдерживает. Поэтому на зиму я ее буду хвойным опадом эти места присыпать. А отсюда буду пересаживать, потому что она прям обнялась у меня с гортензией. Так, вот эта красотка потеряла название. Ну, какая-то махровая, я так вижу. Очень ароматная, очень крепкий стебель. И 2 лилии таких поломали собаки. У меня их немного было, 1 луковица, я ее вот поделила, 3 лилии по саду. Ну, на следующий год я там придумала уже, как я буду шифроваться от своих Джек Расселов с лилиями. Красивая. Я вообще белый цвет люблю.
И, наконец, наши любимые махровые лилии. Всем они так понравились, смотрю. Махровая лилия Розали Аннушка. Крупные очень цветы, зацвела почти последняя. Крепкий стебель отлично держит цветы. Довольно много цветов в этом году получилось. 3, на одной даже 4, а одна не зацвела, луковица. Аромат слабый. Высота этой лилии где-то около метра. Опоры никакой я им не ставила. Ну, тут их ветер не сильно колышет. По характеристикам заявлено, что до 12 бутонов больших будет. Интересно, что у нее цвет бутона меняется по мере раскрытия. Как у розы. Раскрывается белый с розовой каймой. В каплях дождя очень красивый. А потом розовеет сильнее. Лилия ориентальная, махровая, Розали Талиса. Очень пышные соцветия, которые поражают своим внешним видом. Даже не верится, что такие лилии могут быть. Небольшой краб у нее, у этой лилии. Виден темно-бордовый. Лепестки как мерцают на кончиках волнистых лепестков. Светлые блики такие, как кисточкой художник покрасил их. Мы их сразу на букеты себе срезали, поэтому вот это я вам показываю. Тут всего 2 луковицы вот это цветут. Остальные все посрезали. Настолько были очарованы этой красотой нереальной. Очень красивая. Следующая моя махровая лилия ориентальная Lotus Joy. Более сочный, даже я бы сказала немного фуксиевый цвет у нее. Написано темно-розовые лепестки. В характеристиках очень-очень их много. Аромат слабый. Ствол у нее, стебель тонковатый, я бы сказала. У меня посажена среди роз, поэтому кусты ее держат. Ну, посмотрю, буду пересаживать. Было 5 луковиц, осталось 3. Не знаю, или собаки поломали, или я уже куда-то их по саду рассадила. На следующий год хочу прямо ревизию провести, и все лилии буду свои более тщательно рассаживать. Следующая лилия, которую нещадно у меня почти полностью уничтожил лилейный жук, это Мисс Лаки. Тоже махровая. Но любоваться мы ей полностью будем, наверное, уже на следующий год. Я просто показала немножко, чтобы понять, какой у нее внешний вид. Эта махровая лилия для меня загадка. Я такую не покупала точно. Лепестки какие-то у нее странные. И вообще она какая-то странная. Ну, посмотрим на следующий год, что вырастет. Вот такие лилии в моем саду. Надеюсь, они вам понравились. Что-то для себя вы выбрали. А вы знаете, чем я занималась сегодня с утра? И идея видео мне почему пришла? Я заказала на осень лилии. Будем сажать цветы. И они будут цвести в наших садах. Обязательно посадите лилии, если у вас еще нет. Увидимся в следующем видео совсем скоро.